Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом ролике я расскажу ваш гороскоп на високосный 2024 год. Ну что, мои дорогие, готовы? Готовы услышать все то, что вы хотите, не хотите, боитесь или волнуетесь? Знаю, скорпионы не волнуются, скорпионы и так все знают, как минимум чувствуют. Да? Поэтому, ребят, здесь, конечно, момент такой. Для вас 24-й будет, я бы так сказала, годом, когда необходимо будет, ну, не то, что попахать больше обычного, да, когда придется драться за свое место под солнцем. Наверное, это вот так. Потому что я других слов не могу подобрать для скорпионов, потому что скорпион один из мощнейших, сильнейших знаков. И здесь, конечно же, год не для того, чтобы котиков гладить, да. Конечно, котики — это прекрасно. Но, дорогие скорпионы, я знаю, вы поняли мою иронию. Год для вас будет интересным, но сложным. Сложным в том, что все-таки придется прорываться в работе, прорываться в финансах, прорываться в карьере, менять свою тактику, менять, возможно, бизнес-план, понять, что эта работа уже изжила себя и нужно идти куда-то в другое, не постесняться замахнуться на большее, не постесняться сказать себе, что ну все, здесь уже точно все, вот уже прям не мое, уже прям все, перерос, переросла, пережил, хочется большего, да, конечно. И здесь такой момент, да, у скорпионов, насколько мы все знаем, насколько мы все помним, в конце обязательно прикреплю большое видео про знак зодиака Скорпион, почему у скорпионов именно вот так все работает. И здесь, конечно, скорпионы, все скорпионы, которые просматривают это видео, потом пишут: все верно, так и есть. Ну, понятное дело, что так и есть, да, скорпионы, потому что, ну, сложный и потрясающий вы все-таки знак, да. А я человек, который люблю сложности, поэтому я и люблю скорпионов, поэтому не лечь, как говорится, но вот такие уж мы люди, которые рожденные в 80-е, да, особенно те скорпионы, которые родились в 80-е, для вас это будет 24-й год годом прорывным. Но поймете вы это только к концу 24-го года. Весь год на самом деле придется трудиться, весна будет очень сложная. Напомню, что в этом году, в 24-м, ваш прямой управитель Плутон будет снова прыгать из Козерога в Водолей. Первая его игрессия случится как раз-таки 20-21 января. И здесь, конечно же, в соединении с Солнцем, поэтому ваше эго, ваши желания, амбиции будут на высоте, захочется вау, блистать, сиять, быть активным, быть интересным, быть модным, быть новым, быть на гребне волны, и это на самом деле прекрасно. Вот с такой энергией входите в знак Водолея, и до самого мая, я бы так сказала, в мае Плутон развернется и пойдет в ретроградное движение обратно к знаку Козерога, да. Летом он перейдет в Козерога, и в следующий раз, когда он развернется, в общем, история такая, что весь год до самого ноября необходимо будет вот прям бороться за свою работу, прикладывать максимально сил, прикладывать максимально желаний, амбиций, то есть руководствоваться прям всеми своими смыслами, для чего вы это делаете, да. То есть год к концу 24-го принесет плоды, но это когда последний раз уже Плутон перейдет в Водолей, тогда вы начнете понимать, естественно, весь 25-й год, вы начнете понимать, что, для чего, и вся сила и мощь ваших действий, сделанных в 24 году, придет лишь в конце 24-го, в начале 25-го, в весне 25-го вы уже прям поймете, что вау, это вот ради этого я столько пахал, да, ради этого. Нормально на самом деле отрезок времени для реализации любых проектов. Я не скажу, что нужно отказываться от старого. Придется все-таки наводить порядок летом. Летом и осенью будет еще момент, это июль, август, сентябрь и октябрь. То есть время
последний этап нахождения Плутона, вашего управителя в Козероге, когда вы еще сможете извлечь прибыль из старого, то есть ехать на старых лыжах, жить по-старому, реализовываться по-старому. И это последний финальный этап. То есть это последняя петля Плутона, когда, как говорится, можно было вернуться и допрожить то, что не могли позволить себе прожить ранее. Если, конечно, вы с первой петлей еще в 22 году не прожили, да, то еще есть этот момент. То есть видите, да, какой долгий цикл разворота у Плутона, да, 3 петли на 3 года. Поэтому, ребят, понимайте, ощущайте, делайте, что вы хотите. Понимаете, для чего вы хотите. Другой жизни у вас не будет. Ну, точнее, она будет, но вы ее помнить не будете. Поэтому живите здесь и сейчас, в этом времени. Не оставляйте на потом. Уже все. Это последнее, как говорится. Если вы уже сейчас, с переходом в январе, уже поняли, соединили в себе, в мозгу эти мысли, что по-старому вы уже не хотите, и строя сейчас новое, вы не вернетесь уже ко старому. Вы просто будете в новом черпать результаты мощные, активные, какие вы черпали в старом. Поэтому, если вы уже встаете на свои лыжи развития и уже понимаете, что к чему, для чего и зачем, ребят, это прекрасно. Это на самом деле прекрасно. Те, кому необходимо больше времени, ну тогда растягиваем во временных рамках, и тогда результат откладывается чуть на попозже, да, то есть не в 2024 году вы получите результат, а в 2025. Хорошо это или плохо? Нет, зависит от каждого человека. У каждого из нас свои временные рамки. Мы тоже понимаем, у каждого из нас свой внутренний цикл. Здесь нет такого, что все скорпионы там вот именно сейчас пошли в работу и все у них стало вот прям вот так, да. Ну нет, кто-то в 20, кто-то 30, кто-то в 40 начинает реализовываться. Каждый просто должен своих шишек набить на голову для того, чтобы понимать и ценить и перестать бояться, потому что основной такой бич скорпионов – это страх. Страх остаться без денег, страх остаться вот без того самого уверенного, да, то есть без той тростиночки, которая необходима для жизни. Поэтому многие, собственно, и не идут в свою реализацию, потому что думают, лучше вот это вот чуть-чуть, но стабильно, чем вот что-то непонятное, и что вообще с этим делать. Ну, захотелось, помечталось, показалось, ну и ладно. Ни в коем случае не отбрасывайте свои показалось, помечталось, отслеживайте, что вы хотите и почему это промелькнуло в вашей голове. Потому что на самом деле пора раскрываться. Сложный знак Скорпион, будет много изменений в вашей жизни, но я точно хочу сказать, что в 2025 году, когда северный узел перейдет на ось Дева-Весы, Дева Рыбы, да, извините, с Весов как раз-таки в Деву перейдет южный узел, а северный перейдет Совна в Рыбы, да, как раз-таки вам полегче будет, немножечко полегче будет эмоционально в 2025 году, потому что рыбы все-таки тоже водная стихия. Здесь просто понимайте, что сейчас время активных действий для вас. Активных действий в работе, в партнерских отношениях, с партнерами по бизнесу, то, как вы умеете договариваться, то, как вы умеете либо наводить мосты, либо их сжигать. И здесь такой момент, который вам необходимо отследить, какой вы тактики придерживаете. То есть по-быстрому все разрушить, либо наоборот, вы идете в созидание, в строительство для того, чтобы создать новый плацдарм для будущего. Да? Эмоциональной энергии, да, эмоционального интеллекта вам нужно будет очень много, поэтому я вам так и говорю, отслеживайте все то, что вы хотите, ваши желания, ваши эмоции. Эмоций в 2025 году будет чуточку больше для вас. Сейчас для вас время активных таких действий. И я бы так сказала, постоянно на чаше весов вы взвешиваете, хотите вы это или нет. В 2025 дела, конечно, пойдут побыстрее, я бы так сказала, потекут рекой. Для Скорпиона это очень хорошее будет время. А не так, чтобы прям вот очень легко и комфортно все давалось, но будет даваться, по крайней мере,
легче и проще, да, то есть многие дела, они будут как раз-таки получаться с большим эмоциональным таким выхлопом, как говорится, захотелось и стало получаться, да. А сейчас прилагайте усилия. Без приложенных усилий в 2024 году будет очень сложно. Сейчас время пахоты. Да, дорогие скорпионы, для того, чтобы построить свою жизнь в этом году, необходимо работать и трудиться. И если уж, как говорится, мы к этому времени пришли, и в 2023 году вы особо-то и не прикладывали усилий, и об этом не думали, то сейчас самое время делать то, что вы откладывали. Не скажу, что это плохо, нет, сил у вас хватит, эмоций тоже, желание, да. Если вы не знаете себя, в конце посмотрите видео про скорпионы, поймите, кто вы, что вы. Плюс-минус все скорпионы одинаковые, похожи. Если, конечно, вы живете по своему солнечному знаку, тогда вы прям скорпион. Если вы посмотрели видео и скажете, все это фигня полная, это вообще все не про меня, значит, вы как скорпион никакой. Вы по солнцу своему не живете, а живете, скорее всего, по луне. Живя по луне, ни денег, ни счастья, ни радости не бывает. Луна — это базовая эмоция выживания, просто вот чтобы вот выжить здесь и сейчас, с точки зрения закон сохранения энергии там работает на всю катушку, не выходя ни за какие рамки, живя вот просто вот как есть, и все. Как говорится, дальше маминой юбки никуда. Живя по солнцу, вы даете себе ответственность, да? Вы присваиваете себе ту самую свободу, когда вы можете быть тем, кем вы хотите быть и кем вы хотите стать. И это основная такая история ваша. Я бы так сказала, мои любимые скорпионы, потому что все-таки 24 год не просто так. У нас северный узел в знаке Овна. И Овен — это тот знак, который четко знает, куда он идет. Да. Он первый, он ведет за собой весь зодиак, и он точно знает. Он не думает о том, надо ему туда или не надо. Он просто идет, он просто тащит все на себе, и он вот просто вот прет эту колею бездумно. Да. За это мы Овну все благодарны. Поэтому, дорогие мои любимые скорпионы, понимайте, кто вы, что вы, зачем вы и кем вы хотите стать, какой уровень масштаба реализации в этой жизни вы хотите, и дерзайте. Чем быстрее вы это поймете и начнете действовать, тем быстрее начнет реализовываться ваша жизнь, деньги, финансы. Весна обещает быть сложной. Момент, когда Плутон делает свою первую петлю, это в январе, когда выходит, я бы так сказала, Водолея, да, то есть это первый такой момент, когда начинаются такие сложности, разрушение старого, да, февраль будет сложноватым, здесь, конечно, будет претерпевать любовная сфера, ваше волнение, да, здесь просто четко понимаете, почему рушится ваша любовная сфера, от вас или от партнера, или от того, что вы активно не хотите договариваться, не хотите признаваться себе в определенных вещах. Вот этот вот соус уберите и поймите, что да как. Март — время будет для вас сложноватое, но уже полегче, чем февраль, апрель, май, июнь. Прекрасное время для прибыли, выручки, денег, работы. В любовной сфере тоже будет хорошо. Главное, разберитесь это зимой, да, в феврале. Июль, август, сентябрь и даже октябрь. Тоже время, когда будет все плюс-минус шатко-валко, и все зависит от того, с какими вы мыслями придете к концу года, будет зависеть ваш ноябрь и декабрь. И если же вы в течение года ничего не усвоили, то тогда в конце года ожидайте, конечно же, проверку на роскошь, проверку на желание освободиться от всего, хлопнуть дверью, я устал, я ухожу. И вот эти вот все мысли, которые обычно приходят в голову, когда нет сил, когда хочется все бросить, и вроде как освободиться, стать полегче. Но надо становиться полегче не ценой разрушенных отношений, ухода с работы и тому подобное, а просто понимать, кто вы, кем вы хотите стать и куда вы идете. Вот такая интересная философия для вас, мои любимые скорпионы, в 24-м високосном году. Конечно же, понимаете, что на планете 800 миллионов скорпионов, и у всех одинаковый
одинаковый гороскоп в принципе быть не может. Я рассказала общую тенденцию. Если вы хотите послушать про себя гораздо больше, записывайтесь на консультацию, будем разговаривать про вас лично, это гораздо продуктивнее, сами понимаете. Если же у вас вопрос, который вы хотите узнать, он для вас важен в этом году, и вы не стесняетесь оставить его под этим видео, оставляйте. Только, пожалуйста, дата, время и место рождения и, собственно, вопрос, для того, чтобы я корректно вам ответила. Некорректно отвечать не буду. Поэтому, пожалуйста, напишите с первого раза все ваши данные. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. По классике в конце видео актуальные ролики, на которые вы можете опереться для того, чтобы принять верное решение и пойти дальше с гордо поднятой головой. Да? Поэтому, мои любимые скорпионы, спасибо вам большое, что были здесь и досмотрели до конца. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!